Всем привет, с вами Катя, и это новая серия династии Винслоу. Кто-то у нас вчера уснул на диване, грустный, страдавший полночи, и так еще и спит. А кто-то у нас уже готовит с самого утра в своих труханах на кухне завтрак, и кто-то — это наш Эрнест. Вообще, благодаря Эрнесту этот дом еще держится на ногах, так сказать, потому что он заботится... Ну, Эрнест, только тебя похвалила. Ты уже тут пожар устроил. Он заботится как и о Налу, так и о Наоми. Потому что Наоми сейчас чуть-чуть не в состоянии с собой. Не в ладах, так сказать. Боже, ну какой шикарный завтрак. Посмотрите на него. Так, Эрнест, давай буди свою жену и зови ее завтракать. Уговаривать, я надеюсь, не придется. Так, взять порцию. Садитесь, кушайте, где хотите. И да, познакомьтесь, наш пёсель по кличке Сыр. Он, видимо, тоже решил завтракать вместе с нами. Скажу вам по секрету, изначально у него была кличка Бургер, но я решила, что это слишком длинное название, и сразу же переименовала его в Сыр. Мне кажется, раньше, очень давно, это было какое-то распространенное имя, и я выбирала между компот, батон и что-то там еще. Но мне очень нравится компот, батон, все дела. Если бы он был светленьким, тогда ладно, я бы назвала его еще батон. А так, ну к чему? Сыр, конечно, тоже ему по цвету не особо подходит, но он ему подходит почему-то вот так вот, ну, по названию, не знаю. Мне он сразу как ассоциация сыр. Ну, именно с именем, а не с продуктом. Вот такой вот у нас крошек есть теперь. Это мальчик. Завели его мы. Как раз прокомментирую, почему мы его завели. Капец, он морду в миску прячет. Может, миска сильно большая для него? И, походу, миска была увеличена. Я ее уменьшила. Завели эту собаку мы, потому что ребенок ждал братика или сестричку. Кстати, была там сестричка. Я потом узнала. Конечно, я, кстати, надеялась на мальчика, но... Уже был бы кто был, но оказалось, что никого не будет у нас, к сожалению. Я хочу немножечко объяснить эту ситуацию. Пока наши ребятки вышли на пробежку, я вам расскажу, какая ситуация, в общем, произошла. После Хэллоуина все легли спать, я такая думаю, ну доснимаю чуть-чуть серии, но тут не тут-то было. Наоми, играют в баскетбол, самое время, под дождем. Женщина немножко с ума сходит. Я думаю, ну поснимаю чуть-чуть серию, как они спят, может, там какую-то катсценку сейчас сделаю, как они проснутся, может, там завтрак после Хэллоуина, допустим. Но не тут-то было. Просыпаться Наоми с болью в животе и высвечивается мудлет о том, что у нее какая-то там сложная беременность или что-то вроде того. Я уже не помню, что там точно было. Естественно, она сама автоматически отправляется в больницу. Я же думала сама ее отправить, но сразу не получилось. Почему-то на нее нажимаю, ничего не получается. В итоге они автоматически как-то отправляются сами. На Лу, я в шоке, что ребенок реально отреагировал сам от игры. Точнее, наверное, от мода на реалистичную беременность, что ребенок убегает на улицу, и там вот у нее сразу мудлет, и что паника, кому-то нужна помощь, кто-то близкий в беде. Я вообще в шоке, у меня такой первый раз. И, кстати, у меня уже такое было в беременность первую Наоми. Вот так вот, вот такая вам информация секретная. Когда она была беременна Налу, у нее тоже случился выкидыш, она потеряла Налу, но я вышла без сохранения, потому что я такая думаю, в смысле, зачем мне это надо? Но тут, когда Ира второй раз это сделала, я поняла, что, меня это, походу, преследует, и мне нужно это отыграть. Раз уже второй раз оно меня настигает. В общем-то, я была в шоке, я была расстроена, потому что я уже представляла вот эту вот игру с этим маленьким ребятенком, что у Налу будет брат или сестра. Вот. Как я узнала, что там девочка, я вышла без сохранения, когда вот эта вся ситуация произошла, я все это сняла, отыграла, то есть все окей. Но мне очень было интересно, кто же там должен был быть, мальчик или девочка, чтобы понять, расстраиваться мне сильно или не сильно. Ладно, я все равно сильно расстроилась. В любом случае, это потеря, это грусть, это неприятно, так, особенно когда я все равно рассчитывала уже на то, что будет еще один ребенок в семье, и то, что его нет, это, неприятно. Все, Эрнест уже так добегал, пришел домой. Давайте, пока Наоми будет стирать одежду. Какой ракурс? Спасибо тебе, Наоми. У нас еще есть, кстати, вот печаль о потере ребенка, что у Эрнеста, что у Наоми. Они перекрывают, вот эти вот хорошие мудлеты перекрывают эту всю грусть, к сожалению. Давайте пока что положим в корзину для белья. Кстати, у Наоми остались растяжки.
И за счет того, что она очень активно занималась спортом, у нее сразу же оказался худой живот, и она не оправилась. Но растяжки вот остались после этой беременности. Такие вот воспоминания печальные будут с ней до конца жизни. Давай соберем, пойдем урожай. Я продолжу дальше рассказывать. В общем-то, Наоми возвращается домой после больницы, где ее ждет на улице. Реально, Эрнест тоже вышел на улицу, Налу сама села на улицу. То есть, казалось бы, да, постанова, но нет. Это не постанова, реально вот такая ситуация была. Налу выбежала на улицу, что кто-то в беде, потому что Наоми ехала в больницу. Эрнест тоже просто сам вышел на улицу почему-то стоять, не знаю, может он тоже типа как-то провожать шел, да кто мне там мешает? Смотрим пока что на вот эту вот погоду, дождливо, солнечную, осеннюю. Ой, у нас там летают какие-то жуки, нужно будет опылить это место. В общем, сейчас быстренько все уже расскажу, и все, будем играть. Чтобы вы понимали, какая у нас ситуация в семье, вот все в сборе. Да, приехала Наоми, и нужно было как-то что-то объяснить ребенку. Наоми просто отморозилась от всех, не хотела ничего объяснять, а я думаю, они и так сами все поняли. И, в общем-то, без понятия, куда они, конечно, побежали, но окей, я не хочу отвлекаться. Она уехала сразу же просто автоматически кататься на велике по всему району. Налу в недоумении просто стоит, куда мама уехала, что случилось, где живот. Хотя я не думаю, что она прям сразу обратила на внимание на живот, а как она ребенок, я не... Ну, хотя фиг знает. Дети вроде все замечают и понимают. И Эрнест вот как-то начал объяснять Налу, что же сам случилось, так и так, бла-бла-бла. Я сама не знаю, как это объяснить ребенку. Вот. Допустим, он как-то как взрослый человек, взрослый родитель понял, что нужно сказать и как объяснить это своему ребенку. Он это сделал, и кто видел, в телеграм-канале я выставляла, как вообще у нас появилась собака. В какой-то момент они заканчивают вот свой разговор, и я вижу, что у них высвечиваются мысли о собаке у двоих одновременно. И я такая, опа, это знак, что, скорее всего, Эрнест подумал как родитель о том, что надо ребенка как-то утешить и все-таки привести кого-то в семью, кто ее может порадовать и отвлечь. Это собака. И, в общем, они завели собаку из приюта, поэтому она уже взрослая, они взяли ее не щенком, точнее, ну, собака как бы не прям старая, но он молодой, просто, грубо говоря, только вот повзрослевший из щенка, просто не прям, ну, щенок. Вот, в общем, такая ситуация. Простите за некрасивый ракурс, куда они пошли, вот, я думаю, куда они делись, а они пошли сюда болтать, сидеть на коврик, уединиться. Ну, раз вам нормально, прижмите хоть друг друга к сердцу. Дождь, конечно, идет, но я так понимаю, что вас это вообще не смущает. Да, вот такие вот у нас дела. Ну, может, туда идите домой? Кстати, врачи сказали, что Наоми больше не сможет иметь детей, так как это вот довольно-таки тяжелая была ситуация, операция, то, короче, куда уже ребенок? Врач сказал, что если что, чтобы вы знали, как бы, ну, у вас уже ничего не будет. Потому что это уже будет неадекватно и нереалистично. Ну, откуда у нас может быть ребенок? Смотрите, к нам приехал друг, может поддержать Эрнеста. Боится нашу собаку, знакомиться. Пришел домой, никого нет, скажи. Ну, давайте пригласим войти. Так, Налу у нас уже дома. Ой, ванную принимает. Она прям, я смотрю, любительница ванны на самом-то деле. Она постоянно принимает ванны сама. Она, конечно же, захочет сразу потискаться с собакой после школы. А что у нас тут за мокрость собралась? Наоми протрет пол, поубирает. А Налу поиграется с собакой, погладит. Знает лучше. У них, кстати, довольно-таки уже хорошие отношения. Смотрите-ка, половина целая. Они часто общаются, она уделяет время собаке, она часто играется, особенно когда она видит, что маме сейчас плохо. Боже, я подумала, что у Наоми за прическа. О боже, это шлем забаговал. Боже мой, какой ужас. О боже мой, я не хочу на это смотреть. Так, ладно. Наоми, а как ты въезжаешь на велике прям в дом? Вот меня так это всегда прикалывает, все нормально вообще. Да. В общем, планов на игру особо нет. Все как будет, так и будет. Я ничего не придумала, не знала, что делать. Я прям в шоке была от этой ситуации всей и думала, что я надолго заброшу игру. Но, кстати, Налу сделала гномовские эти. Мы их так в прошлой серии не посмотрели, и я забыла вообще за них. Вот такие вот гномовские
штучки. Ну, пусть висят тут. Так, поиграли с собакой. Теперь поехали кататься на велике, если, конечно... так она еще не научилась ездить. Господи, сколько серий, скоро ей уже взрослеть, а она еще не умеет на велике кататься. Я в шоке. Почему дети так долго учатся на велике кататься? Она каждой серии катается на нем бесконечно, и почему-то все еще никак не научилась. Я вообще не понимаю этого прикола. Так... Ой, Наоми, ты завонялась. Иди тоже прими душ или ванну, что-нибудь. Сходи в туалет. Эрнест тоже в ванной купается. Может, ты с другом поедешь в барчик какой-то? Потусуешься? Давайте так и сделаем. Так, приехали в бар. Давайте закажем. Сделать напиток для друга и заказать напиток. Любимый напиток. Так, все, Эрнест уже в баре тусуется. Но как тусуют, скорее настроение себе поднимает, а мы отправимся все-таки домой. Какой красивый шлем. Я просто думаю, что Наоми сейчас не в настроении, чтобы ждать каких-то гостей. Ей явно, не до этого. Но я забыла одну тыковку убрать. Все убрали. Я уже жду не дождусь момента, когда Налу научится ездить на велик. Я не понимаю, почему это такой долгий процесс. В общем, ситуация в семье такая, что Наоми потеряла ребенка. Налу уже отошла от момента, ей подарили собаку, она вся ушла в нее, и, она как ребенок очень быстро забыла об этой ситуации. Да, естественно, в дальнейшем, во взрослом возрасте, она будет об этом помнить, она будет от этого грустить. Но сейчас, в меру того, что она ребенок, она не сильно еще и осознает вот этот момент потери, вот этого всего. Ей еще не сильно даже понятно, как дети появляются и так далее. Вот. И, конечно, когда Наоми потеряла ребенка, я думала, все, переезжаем нахер, все, они, наверное, так все махнут рукой, бросят, скажут, все, жизнь говно, надо что-то менять, почему ждать, когда жизнь так несправедлива, но я думаю, что это у Наоми могло такое возникнуть. Убежать от проблем, от печали, от грусти, но Эрнест, я думаю, ее немножечко в этом плане потушил и сказал, что от печали не убежать, нужно подумать о нашем ребенке, который у нас есть, не распыляться и, в общем-то, ради нее продолжать жить здесь, в общем, вернуться к нормальной жизни, как это было до беременности, до потери ребенка. Вот так вот. Смотрите, у нас тут мальчик какой-то идет. Это мы его знаем? Это наш друг. Просто он как-то так странно выглядит. Это вообще по-другому. Наверное, потому что он злой. Шутка для своих. Обменяться на новый коллекционный предмет. Шон, давайте обменяемся какими-то коллекционными предметами. Ой, смотрите, нас увидел, сразу заулыбался. Уже не такой злой. Скажи, Наоми, смотри, у меня собака теперь есть. Кто-то там еще злой идет, сосед наш. Давайте обсудим технику стрельбы из лука. Узнаем, как прошел день. Давай на окуня обменяемся. Я не знаю, что они там делают, что они там обмениваются, но окей. Если есть возможность обменяться окунем, пусть обменивается. Кстати, ученица начальных классов у нас хорошистка Налу, и она... Проходной средний балл у нее сейчас так себе, потому что ее только повысили в успеваемости, и она идет шкала заново, поэтому у нее было до этого суперски отлично, а теперь вот так вот. Так, у нас уже темнеет, я думаю, мы попрощаемся с нашим другом и пойдем ужинать. Я думаю, мама уже... Вот у нас она уже поболтать, наверное, мама зовет. Дочку высветилась, так. Наоми. Найми мастера по ремонту, наполни миску для собаки, потому что Эрнест тусуется, я не знаю, когда он вернется домой. Давай что-нибудь приготовим. Вот смотрите, есть запеканка. Давайте запеканку сделаем. Надеюсь, она соленая. Угу. Красота какая. Вот мясо там, что на маринует. Запеканка, наверное, это что-то типа лазаньи какое-то, но с мясом делается запеканка. Пришел мастер. Почему эта фея просто везде у нас? Везде. Гляньте, потоп прям в раковине был. Ой, посмотрите, какая красивая у нас запеканка. Налу, давай позовем всех за стол. Какая красота вообще. Смотрим, как кушает Наоми. Сидит. Что тут уже происходит? Пропавшая игрушка. Я хотела поиграть с любимой игрушкой, но не могу ее найти. Я начинаю грустить. Поищи еще, поиграй с другой игрушкой.
Я думаю, что Наоми скажет, поищи еще, а попозже ничего найдется. Ничего страшного. Что мастер очень долго справляется с ремонтом раковин. Нас уже затопило. Налу, давай, иди бери порцию. И Эрнест домой вернулся. Он, кстати, не голодный, поэтому давай отпустим мастера. Скажи, я сам дочиню, вы что так долго чините? У нас тут уже семья спать собирается, вы все чините и чините. Я сам быстрее все сделаю. Все, смотрите, Эрнест, 5 секунд и все готово. Он у нас супер мастер. А тут фея, он вообще не мастер. Ой, кто у нас тут в туалет сходил? Эрнест, пожалуйста, подними. Налу, поставь, пожалуйста, на место в холодильничек запеканочку. Наполни миску, чтобы собака ночью голодная не была. Я думаю, ребенок так подумает. Такая, ой, миска пустая у собаки, я наполню. Мама потом ей скажет, что так делать нельзя, и мы кормим ее только 2 раза в день. У нас так собака обжорой станет. Так, все, никаких разговоров. Спать. Налу. А стоп, какие спать? Она домашку не сделала. Так, сейчас быстро. Хорошо, у нее есть возможность и способность сделать быстрое домашнее задание, чем она и займется. Быстро сделает домашку. Кстати, вот я еще забыла вам сказать. Посмотрите, сколько денег у этой семьи. Я вот специально оставила, вам хотела показать. Я когда зашла, у нее было все 9, то есть мы что, 1 000 000 выиграли, я не поняла. Что это такое? Что за приколы? Ну, никаких уведомлений не было, ничего подобного вообще не было, никаких лотерейных миллионов мы не выигрывали. А значит, это какой-то глюк, поэтому мы удаляем эти деньги и возвращаем столько, сколько у нас было. Я не помню до мелочей, сколько у нас было денег. Помню, что 80 там с чем-то, 87, 86, но я решила, опять они тут в уху заниматься, вы посмотрите на них. Налу, что у тебя с домашкой там? О боже, а что у тебя тут вообще происходит? Что это за... Что это? А, это ты с мальчиком обменивала? Смотрите, у нас еще двухцветный какой-то лабео, морской ёрш. Она обменивалась там, да? Какая-то вода тут стоит. А у нас-то школьный проект есть. А давайте начнем работать. Или завтра начнем. А что у нас понедельник? Ладно, давайте завтра начнем работать. Сейчас уже пойдем спать. Ну вот за деньги, что я не буду дотошно там вспоминать, какие там у них были суммы. Просто вот. Будет 80 000, как и было. Может, у них там было чуть больше. Может, уже 90 было, потому что они там постоянно что-то подзарабатывают. Но мы оставим так, ничего страшного, еще заработаем. Что ты так быстро делаешь домашку, что вообще ни хера не быстро. Те еще у нас выхукаются, голубки, блин. Между ними страсть вообще не угасает. Но я смотрю, Наоми, кстати, уже полегчало, потому что до этого я к ним заходила и пыталась придумать, что же нам делать дальше. Смотри, просто наблюдала за ними, даже не играла, никакие действия. Я ставлю на перемотку, потому что я не хочу слушать, что там происходит у Эрнеста с Наоми. Никакие действия вообще им не давала, не выбирала, они просто жили своей жизнью, я просто вот так вот за ними наблюдала, в шоке от того, что же делать дальше и как планировать дальше игру. Не то чтобы я как-то ее планирую, просто изначально, рассчитывав на ребенка, я уже думала, так, будет у нас пупсик, будем с ним там играться, заниматься. Там какие-то просто, были, грубо говоря, планы на то, что у нас будет просто еще один ребенок. Но сейчас это как бы меня немножко шокировало, и я не знаю, что делать дальше. Я не знаю, какие действия тут выполнять. Хотя я, опять же, никогда ничего не планирую на серию. Я могу запланировать это максимум какой-то там праздник отыграть. Но как и что вообще будет дальше в игре, я точно сказать не могу. Вот так же самое, как с этой беременностью. Я прошлую серию записывав, я думала, что вот мы съездим на ярмарку, вот мы там отыграем Хэллоуин, и, скорее всего, в следующей серии мы уже будем рожать, или уже будем с ребенком. В общем, что-то из этой роли. А теперь что? А что же теперь? А ничего, вот так вот мне игра подкинула какашку вот такую вот, подложила, так сказать. Наоми у нас в туалет удрает, сидит посреди ночи. Она такая, она спать не хочет вечно. Ходит грустить себе, ничего не хочет делать. Давай стирку загрузим. Её надо сначала достать, с нее. Так, взять белье и загрузить в сушилку для белья. Также заниматься стиркой. Эта одежда уже чистая. Так какого хера она тут лежит? У меня какая-то проблема, не знаю, то ли с этими стиральными машинками, то ли с этой корзиной для белья. Она, вечно какая-то ситуация, что одежда уже чистая. Сушить одежду. Все, я заменила на обычную сушилку. Почистить фильтры для ворсинок и сушить одежду. Давай, наконец-то. И у нас
И у нас тут наверху вот есть еще положить стиральную машину, пожалуйста. Налу у нас опять принимает ванную посреди ночи. Я не поняла, мы что, уже выспались? Что происходит? А сон ей приснился кошмар с часовым механизмом. Бедненькая девочка моя. Что же тебе такие взрослые сны снятся? Смотрите, 5 утра, она пылесосит калюжу. Наоми, у тебя все нормально в голове? Ну, хотя пылесос справился, в принципе. Может, у них какой-то супер крутой пылесос. Но это, конечно, максимально странно. Так, заниматься стиркой, положить в стиральную машину. Давайте. Так, стирать одежду. Все, у нас процесс пошел. Смотрите, этот человек даже не спал. Она, наверное, кофе выпил, да? Угу. Молодец. У нас уже за ночь, хоп, и урожай готов. Собрать весь урожай, давай. А, точно, нам еще надо сорняки. И вот средства от жуков сделать. Вот так вот, в принципе. Наоми ушла в себя. У нас тут еще сорняки появились. Я думаю, что пока не сильно холодно, пока еще там снега у нас нет, а только прохладно, мы сейчас покупаем собаку на улицу. И вот у нее есть мудлет усталости, но ей вообще пофиг. Ну вот вообще, кстати, у нас менструация началась. Наоми использует тампон. Отлично. Алло, а чё мы стоим? Ты вообще в школу собираешься? Ага, у нас тут куча сорняков, да? Давай покупаем тут собаку. Ой, как хорошо, тепленькая водичка. И Наоми тоже хорошо, есть о ком заботиться. А лишние какие-то хлопоты, она может отвлечься. Понятное дело, что это не ребенок, но тоже какая-никакая забота. По сути, как и о ребенке, со своими приколами. Вот у меня есть собака. Мне иногда кажется, что я завела ребенка. Что мне нужно с ней так же самое в больницу ездить, переживать о ней, тратить на нее свои деньги и так далее. И тоже хлопот хватает очень много. Ну, спасибо, и написала прям тут. Хотя да, скажи, это вообще-то улица, делаю, что хочу. Мне нравится, собака вышла у нас погулять на общую территорию. Какой сладкий сыр. Он вообще такой красавчик, не знаю, мне так нравится. Фиг знает, что это вообще за порода. Просто взяла в кассе и все. Ну, там написано, по идее, что это за порода. Я потом как-нибудь посмотрю, может, напишу, если кому интересно будет. Так, Наоми, а мы с тобой знаешь, чем сейчас займемся? Музыкальная инициатива. Весь класс сидит в зале, когда преподаватель музыки просит добровольца на сцену. Налу чувствует на себе взгляд преподавателя, но знает, что ученик, сидящий рядом с ней, очень хочет выйти на сцену. Воспользуется ли Налу, подвернувшись случаем, или отправит на сцену другого ученика? Я думаю, что Налу воспользуется случаем. Этот шанс показать свой талант. Налу выходит на сцену. Бах-тарарах, это выступление не забудут очень-очень долго. Ну и ладно. Зато мы попытались. Господи, что же у нас эта пыль появляется просто каждые 5 секунд. Мне вот высветило, что на завтра осенние каникулы начинаются, и День Благодарения будет. Не успела глазом моргнуть, как уже заканчивается 2-я неделя осени. И все, зима. Интересно, интересно. А как вы смотрите на то, что мы можем поехать куда-то на 3 денечка отдыхать? Надо об этом задуматься. А что у нас происходит с мусором? Родная, займись, пожалуйста. Разбери на детали, разбери на детали, разбери на детали. Тебе-то они точно нужны. Ты постоянно что-то ремонтируешь. Они сны обсуждали. Твой сон отражает твои самые глубокие желания и страхи. Интересно узнать, что происходит в твоем подсознании. Интересно, чей сон они обсуждали? Эрнест грустит, когда видит, как страдает нежно любимый им персонаж. Мой ты хороший. Вот так вот она увалилась спать. Ну, нормальная? Можешь лечь нормально, пожалуйста, спать. Так, Эрнест тут молодец. Взять белье и положить сушилку для белья. Давай почистить фильтры для ворсинок и сушить одежду. Пойдем-ка, мой хороший, с тобой немножко поработаем. Фрилансер. Узнать про подработку. Что тут у нас есть? Дизайнер ищет программиста. Так, новая увлекательная мобильная игра. О, давай. Новую увлекательную мобильную игру будем создавать. Это что-то новенькое. Изучить техническое задание. Все как всегда, Эрнест. Все как всегда. О, наконец-то Эрнесту приснился хороший сон. Сон о дружбе за Гарри Поттером. Сон о посещении Хогвартса. Во сне Эрнест был в Хогвартсе. Просто волшебство. Приключения с Гарри Поттером и его друзьями вызывают желание снова окунуться в этот мир. О, боже мой.
Ну и где оно делось? Все пропало? А вот тебе и пожалуйста, я даже прочитать не успела. Полезные технологии, образы жизни технарь. Эрнест обожает наблюдать, как современные технологии упрощают жизнь семьи. Понравилась ему стиралка, видимо. Так, давай создать мобильное приложение. Занимайся, мой хороший. Удачи. Теперь у тебя еще по потребностям все хорошо. Да, может, хорош. Теперь ты тут остаешься, пока у тебя не понизятся все потребности. У Наоми раздражение из-за месячных. Окей. Налу у нас в школе тусуется. А давайте она будет усердно учиться. Вот как раз там осталось чуть-чуть совсем до окончания школьного времени, и она будет усердно учиться. У нас деревья все красней и красней, погода все серей и серей. Где наша Сабаня? Вот она первый раз на втором этаже. Крошечка такая, обожаю собак. Так, а что у нас тут за потоп? Я уже задолбалась. Мы просто заменим это все. А Налу как придет, протрет везде пол. Вот такая вот жизнь нелегкая у ребенка, понимаете? Но она чистюля. Она постоянно занимается вот этими всеми приколами. Смотрите, кто-то уже начал работать. Мне кажется, или, кстати, у Налу такая темная комната, вам не кажется? Или это может из-за того, что пасмурно, но у нее прям такая темная, пасмурная вечно комната. Вообще ужас. Просто ужасная комната для ребенка. Я думаю, что в взрослом возрасте она будет выбирать там, где больше всего света, потому что ее в какой-то конуре, оставили. Она начала работать над проектом, я даже этого не видела, то есть сама начала, интересно, аккуратно работать или нет? Интересно. Автор Налу. Школьный проект «Вулкан» с химической реакцией. О боже мой, какая молодец. Школьный день подошел к концу. Начальная школа Ландграба полна хорошистов, и Налу одна из них. Может, ей стоит постараться и выбиться из рядов среднестатистических учеников. Конечно, мы постараемся. Спасибо. Так, ребенок уже протер калюжи в своей ванной. Сейчас пойдет покушает. Я думаю, она что-то из микроволновки возьмет. Лапшу быстрого приготовления она возьмет и покушает. А это что у нас тарелка висит в воздухе? Ты Наоми не поела. Наоми, покушай, пожалуйста. Точнее, не доела. Кошмар для здоровья. Сон на серьезном диагнозе. Невоплощенные мечты. У Наоми все время какие-то мечты невоплощенные. Я не понимаю, что у тебя там такое. Мы все время выполняем твои желания. Что у тебя не так? Я хочу подать величайшее блюдо, хочу, чтобы нынешняя молодежь знала, как трудно взрослеть, хочу, наконец, полюбить себя, надо обновить свадебные клятвы. Ну вот со свадебными клятвами, конечно, могу помочь, но с остальным я не знаю, как тебе помочь. С помощью зеркала можно обновить свадебную клятву в свадебной арке. О боже мой. Можно, конечно. Какая у тебя еда красивая, Налу, слушайте. Ну иди, Наоми, иди к зеркалу. Оценивать себя. Найти внутри любовь к себе. Интересно, как это будет выглядеть. Наоми, да ты прекрасна. Что у тебя с самооценкой стало? Я вообще не понимаю. Муж тебя любит, обожает. Что не так? Я мечтаю о самом романтичном поцелуе на свете. Поцеловать партнера на пляже Тартоз. О боже, Наоми, что за намеки? Намеки на отпуск. А может, мы осенью поедем на Тартозу? Ну что, денежки есть, почему бы и нет? Слушайте. Зачем нам эти хмурые дни? Что за идеальный ребенок? Покушал и сидит, рисует, поделки какие-то делает. Ну моя. Вот так вот. Будем следить за ней. Смотреть, что она тут делает. Так, ладно, мне уже плохо стало. Наоми, что у тебя там еще по твоим желаниям? Достичь 10 уровня в навыке кулинарии и приготовить шедевральное блюдо. Не, ну а теперь она сама пошла делать проект. Что это за ребенок? Скажите мне, пожалуйста. Я думаю, что надо менять Эрнесту и Наоми страстные отношения, потому что они меня своим в уху уже задрали. Папа пришел, давайте помочь с проектом дочки. Просто взгляд на Лу. Она такая, я что, просила тебя мне помогать? Я хотела сама все сделать. Зачем ты пришел? Просто на Лу. Я пойду, раз ты тут решил сам делать проект за меня. Но на Лу так не пойдет. Вот они сидят. Мои хорошие.
болтают там что-то. А проект кто будет делать? Или они обсуждают, как его будут делать? У нас тут уже новая куча появилась. Вулканическая. Гляньте, какая. Мне кажется, они больше болтают, чем что-то делают. Ура! Проект готов. Даже собака пришла посмотреть на него. Давай, запускай. О. И что у нас получилось? Ой, как на пол, на ковер пролилось. Ну что, зацени. Как тебе твой проект? Тебе нравится? Молодец. Давай положим его в багаж и перейдем теперь к домашнему заданию. Кстати, не высвечивается помощь с домашним заданием, попросить помочь. Может, потому что Налу хорошо сама справляется. Видите? Он не может помочь. Учите ездить на велосипеде. Ну, пойдите поездите. Да, уже поздно, и что? И что? Так, Налу научилась ездить на велосипеде, теперь она может кататься теперь и перемещаться на любом детском велосипеде. Ура! Посмотрите, укатилась. Все, укатилась. Как она радуется, по кругу ездит, наконец. А я-то как рада, наконец-то можем нормально на велике везде кататься. Эрнест спросит, ну куда ты там мечтала, любимая, поехать? Она скажет, на Тартус. Он скажет, ну и все, берем билеты. Посмотрите на эту сладкую парочку. Я такое вообще в первый раз вижу. Что это за действие такое классное? Ребят, я нашла. Это лучшее объятие на свете в сфере любовь и дружелюбных действий. Может, кто-то, как и я, не знали о таких классных действиях с ребенком. О, боже мой, мне так нравится. Я готова это 100 раз еще выполнять. Посмотрите, как Эрнест ее обнимает. Боже мой, я не могу. Как это мило, Налу оценила внимание к своей персоне со стороны персонажа по имени Эрнест. Благодаря этому она почувствовала себя особенной. Может, персонажу по имени Налу нравится любовь? Да! Почему и нет? Так, все. Положим в багаж велосипед и отправляемся спать. Еще хотела сказать, что, наверное, Эрнест еще больше начал ценить и любить своего ребенка. Конечно же, он с Налу и так очень был в хороших отношениях, он постоянно уделял ей внимание, он очень любил свою доченьку, но сейчас он как будто бы еще больше на нее набросился своей вот этой вот любовью. Я не знаю, кстати, я думала, что, может быть, это ребенку не будет нравиться, но ей это очень нравится, как мы только что видели, ей высветило, что ей нравится любовь, что ей нравится такое внимание, что она чувствует себя особенной, и вот на папина дочка такая вся сладкая девчонка. Но посмотрим, конечно, как это будет во взрослом возрасте, в возрасте подростка, будет ли ей нравиться такое внимание от папы. Если оно, конечно же, не прекратится, и он будет все таким же заботливым и любящим отцом, то в подростковом возрасте это может начать раздражать, потому что подростку нужно личное пространство, и все-таки ей может надоедать вот это вот чрезмерное вот это вот вмешательство в ее жизнь частную. Ну, посмотрим. Но сейчас вот посмотрите, ей не сидят, такие папа с дочей, просто супер парочка. На этом моменте я хочу закончить эту серию. Всем до новых встреч и пока-пока!